Добрый вечер, господа. Рад вас приветствовать. Как настроение? Так, сегодня тема стрима: оценка каналов и стрессоустойчивость. Эндер, ты стрессоустойчивый или НС? Ты стрессоустойчивый? Для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Пишите комментарий, и мы быстренько пройдем на ваш канал. И посмотрим, что у вас там вообще происходит. Пишите комментарии. Норм настроения? Понятно. Эндер, у тебя стрессоустойчивость в нормальном состоянии или нет? Есть вообще у тебя такая функция в твоем андроиде в голове? Я наполовину норм, наполовину нет. В смысле, ты не традиционный, что ли? Да? Правильно я тебя понял? Ты не традиционный? Могу держать гнев. Умеешь держать гнев, он же горячий, обожгет тебя. Будешь такой пепельно-серый ходить. Ура! Досиделась! Яночка, привет! Яночка, которая гуляет со слониками. Да, у меня сегодня вечером просто было очень много обязанностей, которые я должен был исполнить. Поэтому я пришел позже. Но кому это мешает? Ян, нам с тобой это мешает? Вообще не мешает. Ян, ты стрессоустойчивая? Или как? Вот вам еще раз напишу, чтобы вы понимали, о чем сегодня. Так, ждем с автоматчика. Он не придет, у него со светом проблемы. Он написал комментарий. Да и мне никто не нужен. Я и один, в общем-то, неплохо себя чувствую. Мы же все рождаемся. Ром, привет. Мы же рождаемся все в этом мире одни. Я не часто попадаю в стрессовые ситуации. Привет, Рома. Яна, привет. Как один на яхту. Эйс Аниматор, привет. Друзья, давайте поставьте какой-нибудь палец вверх или палец вниз. Давайте, ставьте. А то вы втроем, а пальцев нету нифига. Мне все равно какие, главное, чтоб стояли. Ром, ты сегодня так ездил на велосипеде? Блин, а у меня велосипеда нету на даче. Дорога, конечно, у тебя офигительная. Спасибо за лайки. Балалайки.
Вау, Найтбот проснулся. Дорогие друзья, напоминаю вам, что для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Здравствуйте, блогеры! Владимир, а вы стрессоустойчивый гражданин? Мне кажется, самый стрессоустойчивый из нас. Как вниз, только вверх. А это уже душевная оценка. Как вниз ставить-то? Ясно. У меня какой-то велосипед. Что на нем метр проехать трудно. Ну как трудно? Не трудно. Владимир, сегодня у Ромы ВКонтакте был стрим. Он, короче, снимал, как он ездит на велосипеде. Ты знаешь, неплохой у него велосипед. Даже очень хороший. Владимир, а вас же ведь даже обучали стрессоустойчивости, да? Это же ведь функция. У офицера должна быть первая функция стрессоустойчивости, да? Если он будет паниковать, то он нафиг не нужен никому. Правильно я понял? Офицер должен быть стрессоустойчивый, даже если ему полбашки оторвало. У нас проблема с ВК не пришла, даже если бы захотела бы. Янка, ты что? Куда бы ты ни пришла, мы бы тебя принесли. Не пришла бы она. Спрашивать не стали бы. Принесли бы на руках. Камеры сдутые. Ромка, да ты чё? Надуй. Камера над... У меня, кстати, тележка стоит в огороде. Камера там сдутая. А ваш пан нам помогает. Не помогает. Чё не помогает? Я по просьбе Владимира зашла. Его дом нет. Он в командировке. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Я так понимаю, вы жена Владимира? Вот вы меня в такую ситуацию поставили, что я даже не помню, что я говорил. Почему английский вместе с эйсом? Кстати, спасибо вам большое. У вас замечательный муж, Владимир. Мы так подружились с ним. Такой он порядочный и очень мужественный человек, что нам с ним повезло, как и вам. Кстати, вы знаете правила? У нас есть правила на стриме. Надо для того, чтобы оценили, написать комментарий. Давай, пиши комментарий. А что оценить-то? Знаешь, что делать? Что я знаю? Я ничего не знаю. Вы мне скажите, все мои дорогие друзья, вы про стрессоустойчивость что-нибудь знаете вообще? Или у вас... Вот, кстати, у женщин и у девочек стрессоустойчивость на высочайшем уровне. Прав я или не прав? Напишите, пожалуйста. Женщины и девушки, напишите, пожалуйста. Стрессоустойчивость у вас на высоком уровне или нет? Мои слоны это сытые, точно. А ты будешь, Ян, бороться за свое... За свое будешь бороться? Яна, напиши, пожалуйста. Ты вообще... Возможно. Возможно, невозможно. Давайте посмотрим, кто нам написал. У нас только автоматчик, Алексей, у меня странности пока. Вот автоматчик не будет.
Эйс-аниматор, молодец, написал. Так, и автоматчику поставим. Драгоценные сердечки. За то, что он предупредил нас. Замечательный человек. Как я люблю людей, которые предупреждают. Эйс-аниматор. Ну, тут оценивать нечего. 100 из 100 оценка твоя. Все. Я не одна. В смысле? Буду. Стрессоустойчивость и пофигизм — это разные вещи или синонимы? Это разные вещи, да, конечно. Стрессоустойчивость — это вы не представляете, какая функция в организме. Это просто праздник какой-то. Стрессоустойчивость — это самая важная вещь, самая важная функция в мозгах. У женщин, кстати, это развито гораздо сильнее, ну, на порядок выше, чем у мужчин. Потому что, например, если женщина будет задевать мужчину, он быстренько сломается. А вот если мужчина будет задевать как-нибудь морально женщину, то у нее есть стрессоустойчивость. Вот я про это вам и говорю. Почему Яна любит слонов? Потому что я тоже люблю слонов. А ты не любишь слонов? Ты что, это самые огромные животные? Самые огромные животные на нашей прекрасной земле-матушке. Эйс, ты о чем пишешь вообще? Мы тебя не понимаем. А еще слоны — это хорошо, еще как хорошо. Они милые. Они милые, сильные. Ты не представляешь, вообще слон — это вот огромное животное, и оно может очень сильно повредить любому, кто не стрессоустойчивый. Слон может повредить ему. Стрессоустойчивость, как мне кажется, не может быть стопроцентно. Она может разделяться на разные категории. Ром, расскажи, пожалуйста, нам про разные категории стрессоустойчивости, чтобы мы вникли поподробнее. Милые, да, еще бы милые, нифига себе. Ты что, гонишь? Мамонты тоже были милые. Мамонтенок, например. Помните песенку про мамонтенка? Не буду я с тобой спорить. Мне сколько текстов. Это о чем? Яночка, А ты с Сендером споришь? Ну ладно, поспорим. Нападают на машины. А ты выйди из машины, деловой прячется в машине. А ты выйди из машины. Если такой смелый, стрессоустойчивый. Выйди из машины, мы на тебя посмотрим, как ты на слона попрешь. Вот. Но если с этим... Ты знаешь что? Что если ты ведешь себя как няшка, то тебя никакой слон не покусывает и не потопчет. А если ты себя ведешь не стрессово устойчиво, то, мне кажется, нападет, растопчет. На бивни подымет. Так вот, поэтому мы и говорим, что стрессоустойчивость — это очень важная функция в организме всяких разных замечательных людей. Так, друзья, мы в аэропорту. Рейс 375 завершается.
Помню видео, где люди спасли... Спасайте слоников. А мама слоника на нее нападала. На кого? На них. Вот, другое дело. Друзья, вы когда-нибудь вообще летали на самолетах? Туда-сюда, в таких компаниях, как, например, Аэропорт. Не буду говорить полностью этого названия. Пускай будет Аэропорт. А мама слоника на нее нападала и на них. Господи. Так вот именно, мамы нападают, даже медведицы нападают, если рядом ходишь. Мама слоненка нападает. И все любые другие животные. Даже если ты кошечку, и у нее котятки рядом, она тоже нападает. Так это же у нее стрессоустойчивость включается, наверное. К примеру, стрессоустойчивость может быть повседневным ситуациям, например, проблемам на работе. Человек постепенно вырабатывает иммунитет на них и привыкает. Ром, ты не служил в армии, но, к примеру, если этого человека настигнет трагическая, например, потеря, его иммунитет не сработает. Согласен. Рома, все зависит от того, насколько ты приспособлен к всяким трагическим ситуациям. Вот это и называется стрессоустойчивостью. Трагическим ситуациям. Сможешь ли ты взять себя в руки в тот момент, когда все уже потеряли, все в панике? Сможешь ли ты взять себя в руки и восстановить вокруг себя реальность, восстановить вокруг себя жизнь, восстановить вокруг себя полностью, без всяких там нервов ситуацию. Так один человек говорил: извинись. В конце я ему сказал: это сообщение последнее, что я хочу иметь с тобой общее. После этого он извинялся. Да. Друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Глей, мы не осуществляем всякие там взаимные подписки, потому что они срезают просмотры. Я клоню к тому, что в непредвиденной ситуации никакая стрессоустойчивость не поможет. Тут важны такие черты, как решительность, опытность. Важны, конечно. Так это и есть решительность, опытность, это и есть стрессоустойчивость. Дорогой Роман, ты сейчас нам рассказал про внутренние категории стрессоустойчивости. Так, сейчас. Нету новых комментариев, дорогие мои. Товарищи, а также их родители. Нету новых комментариев. Блин, зачем я написал Эйс? А зачем ты написал Эй? Не совсем соглашусь, стрессоустойчивость нечто другое. Ром, будь любезен, если тебе не трудно, забей в Google стрессоустойчивость. Что он тебе выдаст? И получишь стопроцентный ответ. Так, дорогие мои, пока пишите комментарии. Я через минуточку подойду.
Я с вами. Я здесь. Я написал комментарий. Кто написал комментарий? Давайте посмотрим. Окей, человек. Человек человечище. Я со стрима. Я тоже. Дорогие мои друзья, оцените, пожалуйста, канал Vlogix. Моя оценочка будет 45 из 100 авансом. Нету ссылок в соцсетях. Нет, не настроена главная страница. В плейлистах нету описания. Короче, надо полностью оформлять канал. Vlogix. Если ты хочешь, чтобы тебе помогли оформить канал, для этого надо у меня в описании к стриму по ссылочке пройти на мой ВКонтакте, пообщаться со мной. Кто такой человек? Человек — это паразит. К сожалению. Природа человека паразитична. Ну, потому что человек хищник, как-никак, нифига себе. Он в пищевой цепочке находится на самом верху. Потому что кушает всех. А вот человека редко кто кушает. Поэтому человек паразит. Оформление в смысле оптимизации. Logix. У тебя не оформлен канал. Оптимизация. Ютубовская. По алгоритмам. То есть там надо все сделать так, как просит ютубчик. Человек-животное способно убивать среду своего обитания. Да, вот я об этом говорю. А кто так себя ведет? Паразиты, Ром. Так ведет себя не животное и не насекомое, а паразиты так себя ведут, которые уничтожают окружающую среду. Ну, паразит же ведь паразитирует, он жрет внутри окружающую среду, и эта окружающая среда его погибать начинает. Так, то же самое человек. Человек не животное. Какой он нафиг животное? Человек — это паразит. Это мерзкий, нехороший, ужасный паразит. А вот когда можно с вами списаться ВКонтакте? После стрима. Теперь понятно, почему так некоторые говорят. Паразит-стример. Стример, конечно, такой же паразит, как и вы. Естественно. Но вот я, в отличие от вас, посадил 22 дерева. Эндер, ты посадил хотя бы одно дерево? Значит, ты более мерзкий паразит, чем я. Потому что потреблять ты потребляешь, а восстанавливать окружающую среду не восстанавливаешь. Значит, ты паразитина. Это мерзкий, нехороший паразит, который является... Да, все мы, конечно. Только есть люди, которые все-таки стараются восстанавливать вокруг себя окружающую среду. Например, если, да, у вас есть, и арбуз тоже посадить неплохо, то хоть что-нибудь посади в своей жизни. Хоть что-нибудь полезное сделай.
А то только какать умеете. Вот, смотрите. Человек потребляет прекрасные вещи, такие как овощи, фрукты, мясо. А из него что выходит? Ну что из человека выходит? Гадость одна только. Слава богу, эту гадость растения кушают, когда в землю закапываешь. Всем привет. Здравствуйте, автоматчик. У меня есть 5 деревьев, маленькие еще. А ты хоть одно посадила из них? В нашей стране. Давай, Ром, не будем об этом. Ты съезжаешь с темы. Вот ты в деревне своей живешь, ты хоть одно дерево посадил у себя рядышком? Рядышком с собой посадил хоть одно дерево? А бумагой пользуешься, между прочим. Я вокруг своего участка, блин, все уже усадил. Столько деревьев, что даже могут приехать и сказать: по какому праву вы так много посадили? Представляете, у нас законы такие. Вы не имеете права так много сажать. Говорил, с светом проблемы. Проблем нет уже, да. Да будет свет. Я садила Асгард. Яночка, ну цветы не считаются. Деревья надо сажать. Деревья. Деревья. Одно дерево, чтобы в этом году посадила 100 деревьев. Чтоб я тебе ручки целовал после этого. Давай. Посади 100 деревьев, и я тебя буду как самую непаразитичную личность представлять. Вы же слышали такую поговорку, например, что мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и зачать сына. Это же не просто так все говорится. Это же нужно для этой реальности. Для того, чтобы все было хорошо, надо как минимум одно дерево посадить. Построить дом и чтоб сын появился. Надо что-то сделать. Что-то хорошее надо сделать, чтобы сынуля был. Ну, в конце концов, даже если не сынуля будет, доча тоже хорошо. Что же нам, выкидывать ее, что ли? Нет. Мы ее любим тоже. Яна, за лето ты должна зачать сын. Ром, ты что, куку, что ли? Свет в пол... Ей же ведь там 11 лет. Тебя посадят за педофилию. Свет в 4:30 где-то отрубили, и нет был где-то час, а потом связь все отрубили. Господи, тебе повезло еще, автоматчик. У меня, например, от молнии сгорел счетчик. Но при этом электричество есть. Ты не шути так больше, Ром. Она все-таки младше тебя. Я понимаю, что если бы она старше тебя была бы, тебя бы не привлекли за педофилию. А так тебя кастрируют нафиг. Знаешь, это как называется? Это называется стерилизуют. И отрезают, и все, и будешь без яичков ходить. Кстати, в Европе собираются ввести для педофилов такую штуку. Подрезают, и все. Нельзя шутить с детьми. Ты что? Это уголовно наказуемые вещи. Не шути никак вот в этом смысле. Привлекут и найдут, достанут тебя даже из-под полу. Сталкер, напиши комментарий. Я не педофил, спокойно. Молодец, Ром. Да я не говорил, что ты педофил.
Я знаю, что у тебя там все в порядке с головой. Поэтому и дружим. Эйс, короче, переживает за то, что ему подрежут кое-что. Серпом. Возьмут серп и серпом подрежут кое-что. Дорогой сталкер, для того, чтобы тебя оценили, надо написать комментарий. А то новые зрители заходят, не все мысли слышат, подумают еще что-то не то. Да, Ром, все правильно, все абсолютно ты прав говоришь. Надо контролировать себя во всех смыслах. И контролировать мужчина себя должен и в сексуальном смысле, и в моральном смысле. Поэтому я вам сегодня тему создал стрима «Стрессоустойчивость». Это все очень связано с темой сегодняшнего нашего стрима. То есть надо контролировать себя. Понимаешь, не надо допускать какие-то свободолюбивые мысли в отношении к детям, к женщинам, к мужчинам. Все это считается в нормальном мире извращениями, понимаете? Поэтому надо контролировать свои какие-то мысли, желания и все остальное. Педофилов женщин нету, наверное. Ну, у них мозгов просто хватает. У женщин хватает мозгов молодого человека уговорить на то, что он типа сам виноват. Понимаешь? Сам виноват, сам захотел. Не она же его использовала, а он типа вошел и так далее, и туда-сюда. Можешь канал оценить, пожалуйста, если сможешь, я буду очень благодарен. Женщины, они всю ситуацию, вот я за что люблю женщин, они разворачивают всю ситуацию в свою пользу. Прекрасные вообще существа. Женщины такие замечательные существа, такие умные, такие хитрые. И вообще женщины очень полезны, конечно, организм на этой планете. Я вообще думаю, что цивилизация, что... Да-да-да, Яночка, видишь, согласна. Что эволюция – это и есть женщины. Женщины – это и есть эволюция. Если два мужика будут друг с другом дружить, то у них эволюция не будет эволюции. У мужчин и у двух женщин не будет эволюции. Эволюция работает только тогда, когда есть мужчина и женщина. Как бы мужчина осеменяет, женщина рожает. Никак по-другому нельзя. Должен быть шмель и пчелка, короче. А как по-другому? Две женщины не смогут сделать ребенка. И два мужчины тоже. Как бы... Поэтому мы за традиционное развитие человечества. Паразитического. Всегда на других переворачивай, если тут нету конкретно моей вины. Или это... Вот именно, Яна, это в тебе такая функция женская есть. Женщины, вот за что я люблю женщин, они всегда выворачиваются и переворачивают вину
на человека, который рядом с ними стоит. Блин, это так искусно у вас получается. У женщин функция есть такая. Перевернуть. Ты сам дурак, понимаешь? Ты сам виноват. Ты что, идиот? Ты что наделал? А мужчина, он такой, Вася такой лох. Короче, он сидит и думает, что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Идиот! Это не ты наделал. Делали все вместе. Но женщина на тебя свалила, что это ты наделал. Вот за это я люблю женщин. Ну, это защитная функция женщины. Это и есть стрессоустойчивость, кстати. Давай, рассказывай. Ромочка, конечно. Береги свои звенящие. Я уже с мадамами в контактах тысячелетия. Они пытались меня облапошить, но я уже научился. Учись, автоматчик, пока я жив. Учись, я тебя учу тому, чтобы ты был мужчиной сильным, умным, стрессоустойчивым и грамотным, чтоб тебя не развели девчонки. Девчоночки, у них есть такой крючочек, инструмент. Разведет тебя как два пальца об асфальт. Ты думаешь, что она вот красивенькая такая. Она такая хорошенькая. И тебе хочется с ней подружиться. Вот пока ты об этом думал, она уже приметила тебя за 1000 километров. На тебя свою накинула и соблазнять начинает. Это нормально. Потому что у нее функция такая, чтобы она получила лучший геном в себя и родила лучшего человека. Это нормально. У женщин такая функция. Она ищет себе мужчину для того, чтобы создать деток лучших. Ну так эволюция создала женщин. Вообще женщины прекрасные, конечно, люди. Удивительные. Я говорю, я их очень люблю. Вот я женщин люблю очень сильно. За ихнюю вот эту вот природную стрессоустойчивость. Ага, Яночка. Они выпросили с меня ссылку на урок и начали фигачить мемы на уроке. Понятно. Пацаны, просто... Вот реально женщины, они почему умнее мужчин? Потому что у них созревание происходит гораздо раньше, чем у мужчин. То есть женщина может уже, в общем-то, родить... Мне страшно сказать об этом. В 6 лет, кажется. Вот она может уже сделать ребенка. Хоть это и будет очень больно и очень опасно для здоровья женщины. Но организм женщины создан таким, что она подготовлена к этой жизни в этом мире гораздо лучше, чем всякие ноющие мальчики. Меня обидели. Я такой-сякой, меня обидели. Мне сказали нехорошее слово.
Будьте мужиками, друзья, а не тряпкой. И я тоже в армии служил. И Владимир служил в армии. Ну, значит, так я сделал, что она сам извинился перед Все правильно, Яночка. Дядя мой был в армии, полюбил там бабенку. Они жили. И в один прекрасный день ни матери-то бабенки, ни самой бабенки нет, ни денег нет. Ну, это нормально, что ты паришься? Вообще, мужчина должен платить за... ты знаешь, что такое вообще общение с женщиной? Как бы ты должен платить все время. Все время. Вот смотри, если ты, например, встречаешься с женщиной легкого поведения, то ты платишь один раз. А если ты женился, то ты будешь платить всю жизнь. Ну, там, да, жене, детям. Всю жизнь. Поэтому, как бы, женщины стремятся побыстрее, ну, как бы, связать по рукам и ногам этого дурака, этого лоха, мужчину, который нифига не понял, что произошло в эту минуту. После того, как он попал в ее объятия. Он думал, он ее использует. Нифига. Женщина использует вдоль и поперек мужчину. Вдоль и поперек. Как вот природа устроила, интересно. Интересно, да? Яночка, видишь? Поддерживает меня. Андрей Салтан, мы не оценим видео. Мы занимаемся оценкой каналов. Да, Рома, учись, пока я жив. Я же для чего это все делаю? Для чего я вам рассказываю, мои золотые? Чтобы вы понимали, почем фунт лиха у нас. Господи, я еще у вас научу деньги зарабатывать. Вы у меня будете богатыми людьми. Сейчас вот с оценкой каналов закончим, потом я вас научу деньги зарабатывать. Вы у меня будете самыми-самыми богатыми. И самыми умными. И вообще вы запомните общение наше с вами здесь как самые светлые моменты в вашей жизни. Можно оценочку? Конечно, можно. Для этого надо прочитать, что написали модераторы. Например, автоматчик. Товарищи, для оценки канала надо написать комментарий под последним стримом. Будьте добры, напишите комментарий. И мы через ваш комментарий попадем на ваш канал. Вот Сталкер написал. Сталкер, прости меня, пожалуйста, что мы заболтались и забыли тебя оценить. Золотой ты наш человек. Дорогие мои, оцените, пожалуйста, Сталкера. Отличный канал, все у него супер. Оценочка 100 из 100. Вообще у женщин можно много чему научиться. Вот, друзья, вы внимательнее относитесь к общению с женщиной. У женщин много чему научиться можно мудрости, вот именно мудрости. Мне кажется, самые мудрые люди это как раз женщины. Потому что ей столько в жизни приходится преодолевать всяких преград для того, чтобы осуществилась ее мечта. Вот как-то так. Мужику легче в 100 тысяч раз. Женщине труднее. Ей надо выбрать. Женщине надо понюхать. Подошел запах, не подошел. Вообще он нормальный или дурак.
перспективы у этого мужика есть или нету, что он вообще зарабатывает что-нибудь, или он лох, и так далее, и так далее, и так далее. Женщины умеют выбирать в своей жизни. Друзья, оцените, пожалуйста, Андрея Салтана. А мужчина увидел кругленькую попочку, груди 3-го размера, и все. Мужчина сразу как кобель побежал. Ему надо быстренько использовать свой потенциал, там подвигаться туда-сюда. Слушай, Андрей, у тебя очень хорошо оформлен канал. Но у тебя очень мало просмотров, при этом превьюхи хорошие. Оценка твоего канала 100 из 100, но поделись в соцсетях своими видосами, будет больше просмотров. Андрюш. Десик. Ну, тут вообще ничего не оформлено. Но все равно оценочку тебе 50 из 100 поставим. Только потому, что ты пришел. Десик, мы не оцениваем из 10, мы оцениваем из 100. 100% же ведь надо, чтобы была оценочка. Из 100 оценочка, я же сказал, какая у тебя оценочка из 100. 10 из 10 и 70 из 100. Ром, спасибо за оценку. Деньги не главное. Женщина по деньгам бросят в один день, как банкрот, я знаю. Но деньги это не важно. Запомни на всю жизнь. Напиши себе, вот сейчас открой в голове коробочку, автоматчик, Даниил. Запиши себе в голове такую вещь, что женщина не судит по деньгам, что же вы такие бестолковые. Ей плевать и насрать на ваши деньги. Она считает, что это так и должно быть. Женщина судит по перспективам. Слово запомни такое. Перспектива. Если ты перспективный, значит, с тобой можно иметь дело. Значит, можно от тебя рожать детишков. Значит, ты нормальный. Не лох какой-нибудь, не дурак, не придурок, не маньяк, а перспективный. Запомни это слово. Женщина судит только по перспективности. Если ты ей нарисуешь перспективу и не будешь ей врать, тогда она за тебя порвет весь мир и родит тебе 148 маленьких Данилов. Понимаешь? А если ты как засранец какой-то, врешь ей все время, гонишь какую-то пургу, и ты не перспективный, да ты даже друзьям своим не нужен будешь, если ты не перспективный, понимаешь? Все люди тянутся только к перспективным другим товарищам. Понимаешь? Поэтому я вам... Почему в прошлый... О чем мы в прошлый стрим говорили? Вспоминайте. Помните слово потенциал? Вот почему, да, вот есть такое понятие потенция, да, потенция. У мужика потенция. Есть потенция у мужчины или нет? Или он импотент? Так вот, женщины считают импотентом не того, у которого не стоит. Потому что мужчин может удовлетворять даже не стоящим. А женщина считает импотентом того человека, который бесперспективный. Он же импотент, бесперспективный, понимаешь? В которого вкладывать смысла нету. Он придурок, бесперспективный, идиот, лох, одним словом.
Он не нужен такой. Паразит, который жрет только и лежит на диване. Понимаешь? И какает. А надо же ведь быть еще в мозгу, чтобы какая-то мысля была. Мысля должна быть в голове. Если женщина видит в тебе мыслю, все, она с тобой на край свет пойдет. И вообще, ты слышал про такую сказку «По щучьему велению, по моему хотению»? Так вот, я тебе хочу сказать, что щука, которая осуществляла все мечты вот этого вот чувака, который ездил на печи, это женщина. Женщина. Если ты правильно с женщиной будешь обходиться, то она из тебя сделает великого человека. А если ты будешь как лох себя вести, то и будешь жить как лох и помрешь как лох, понимаешь? Я психологию женщин знаю от и до. И за это я их люблю. Это наше будущее. Будущее человечества – это женщины. Эволюция через женщину в этот мир проходит. Через женщину. Все мы рождены женщиной, а не мужчиной, понимаешь? Сунул, вынул и пошел – это все херня. Полная. А ты попробуй выносить 9 месяцев. Потом порваться. В 10 местах родить этого человечка, и потом его еще до 18 лет выращивать. Кормить его сиськой и не только. Понимаешь? Это же так важно. Ёлки-палки, это очень важно. Уважайте женщин. Этот мир несут на своих плечах женщины. Поэтому надо любить свою мамочку, бабушку, жену и вообще всех остальных женщин, дочек своих. Понимаешь, надо их любить, потому что это крутые существа. Ну, раз в 100 круче, чем все остальные. Имей это в виду, автоматчик. Ликбез тебе такой провел небольшой. И всем остальным, что стрессоустойчивость должна быть, как у женщины. Безграничной. И будущую свою жену уважай. Я вот не уважаю тех мужчин, которые не уважают своих женщин, понимаешь? Ты должен быть мужчиной от начала и до конца, понимаешь? Не под каблуком, а просто быть мужиком. Вот если ты перспективный, то ни под какой каблук тебя никто не засунет. Если ты перспективный. Будь перспективным. Будь хотя бы хоть чуть-чуть перспективным, ядрен батон. Ну, хоть ты хотя бы мысли какие-то говори, озвучивай их. Хотя бы озвучивай то, что ты о чем-то, что ты хочешь. Обязательно женщине говорить надо, что ты что-то хочешь. Прям хочу, прям сильно-сильно. Она тебе за твою хочу будет любить, понимаешь? Ну, если ты, конечно, не трепло и будешь добиваться своих целей. Женщины любят мужчину за хочу. Понимаешь? Уважать, не просто уважать, любить, Господи. Нахрен твое уважение кому нужно? Женщине не нужно уважение. Женщине чувства нужны, любовь. Ей не нужно твое... Ты знаешь, что такое уважение? Уважение – это тот же самый страх.
Типа, боится, значит уважает. Нет, это не прокатывает. Женщину не надо бояться. Она не будет тогда тебя уважать реально. Понимаешь? Ее любить надо. Ты чувства должен показать, типа, какая ты моя пусечка-лапусечка. Моя золотая пупусечка. Я тебя люблю, я для тебя дом построю, сына сделаю. И посадим мы с тобой сад прекрасный. А еще на твои шмотки будет много денег. Перспективу нарисуй. Родить помочь? Ну, блин, без тебя не родится ребенок. Конечно, помочь же надо, конечно. А как ты? Без мужчины ребятки не рождаются. Мужчина это семяизвергающее чудовище. И чем ты больше будешь извергать из себя, тем лучше, в общем-то. Тем больше тебя женщина любить будет. Я слышал анекдот такой смешной. Типа, если ты молодой и сексуальный, то ты извращенец. А если ты старый и сексуальный, то ты шалун. Вот ты представляешь, как такое? Вот так вот, вот так. Вот имей в виду, что если ты молодой и сексуальный и хочешь там, да, с женщинами пообщаться, то ты извращенец. А если ты старый, вот как я, например, да, 46 мне лет, и, например, да, ты женщин любишь, обожаешь их, то ты шалун. Разницу чувствуешь? Яночка пишет, и большинство, почти все хотят все-таки принца на белом коне с розочкой в руке. Главное в башке, чтобы у него было что-то, а не розочка в руке. В голове, чтобы было что-то. Глупости не говори, ты чё, с ума сошел? Автоматчик? Автоматчик, у тебя может вообще ничего не быть. Ты про размер какие вещи говоришь. Главное, не какой у тебя размер, а как ты умеешь им пользоваться. Ты можешь быть совсем-совсем маленькими приспособлениями. Но ты можешь их так пользоваться, что никакое большое приспособление даже рядом стоять не будет. Это во-первых. Запомни это раз и навсегда, чтобы у тебя комплексов по этому поводу не было. Не будь придурком. Выкинь эту мысль из головы. Это во-первых. Во-вторых, никакой идеал женщина не ждет. Женщина смотрит вокруг себя, и обращает внимание, кто бы ей подошел, понимаешь? Она не ищет, она не гонится там за 3-9 земель за белым принцем. Ты что глупости-то говоришь? Идеального не бывает в нашей жизни. Как и ты не гонишься за женщиной, которая супер красивая, ты же все равно ее не достанешь. Ты ей нафиг не нужен. Понимаешь? Все находят вокруг себя. И мужчины, и женщины вокруг себя находят потенциально подходящих себе людей. Никуда они не ездят. И мечты все это тупость какая-то. Это глупость. Не надо мечтать. Надо использовать свой потенциал. Используй свой потенциал рядом со своим домом.
Понимаешь? Тебе ездить никуда не надо. 1000 девушек вокруг тебя огромным хороводом ходят рядом с тобой, а ты глазенки свои открыть не можешь. Выбери уже и будь перспективным чуваком. И я тебе хочу такую вещь сказать. Женщина выбирает мужчину, а не мужчина женщину. Потому что женщина, она точно знает, какой ей мужик нужен. Понимаешь? И она абсолютно сразу поймет, нужен ты ей или не нужен. Перспективы в своей жизни рассчитает. У них очень расчетливый мозг. То есть они понимают, нужно или не нужно. И выбирать себе... Это не ты выбираешь. Ты начинаешь внимание обращать, когда она вокруг тебя крутить начинает, вертеть своими женскими прелестями. Тогда ты обращаешь внимание на женщину. Подмигивать тебе начинает, смотреть на тебя как-то по-другому. Потом поцелуйчики и пошло-поехало. Понимаешь? Ты уже в сетках. Попал в сеть. Тебя поймали. А то, что ты думаешь, что ты выбрал, ни хрена ты ничего там не выбрал. Ты можешь, поверь мне, ты можешь выбрать самую страшненькую, самую забитую, но очень сексуальную. И она все сделает для того, чтобы ты попал в ее сети, понимаешь? А ты будешь думать, что ты ее выбрал. В итоге это неправильно. В итоге получается, что тебя поймали, а не ты поймал. Но это нормально. Это все так и должно быть. Ну что, золотые мои, Ян, ты еще здесь? Я не знаю, понравился ли вам сегодняшний мой стрим. Беседы по поводу мужского и женского, инь и янь. В общем-то, мужчина и женщина это одно целое. Неразрывное, прекрасное и замечательное. Мужчина и женщина вместе, а еще и детенок какой-нибудь. Это великолепное существо. Семья называется. Ну что, дорогие мои, на этом мы будем заканчивать наш замечательный стрим. Это смешно. Чего смешно тебе? Кстати, заметила, что когда тебе кто-то признается в любви, то даже если я не люблю его, то начинаю вести себя странно. Типа подмигивать. Вот, я тебе об этом и говорю. Яночка, это нормально, это у тебя в природе такое, как и у мужчины. На твои подмигивания обращать внимание. Это нормально, это классно, это же супер. Вообще вы у меня самые золотые. И самые прекрасные детишки. Такие вы хорошие. Из вас вырастут прекрасные люди. Очень умные и замечательные. Вы такие реально хорошие. Что я вот очень-очень доволен, что у меня есть такие замечательные друзья.
Вот именно, он думает, что уже все, но это не так. Конечно, не так. Яночка, ты уж прости то, что я раскрыл вашу женственность, показал ее пацанчикам, которые нифига не понимают в этой жизни. Вот, которые, в общем-то, реально психологически отстают от женщин. Женщины намного зрелыми являются по поводу мозга, чем мужчины. Найди в нем... Что с чатом? Все хорошо с чатом. Где потенциал найти? Потенциал в тебе есть уже. То, что ты нормальный человек. Да ладно, все равно тут не все сидят. Конечно. Золотые мои, мы заканчиваем этот стримчик. Я уже устал болтать с вами, у меня язык заплетается. Дорогие мои, помните, что все мы обречены на успех, лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Это я вам рисую перспективу, как настоящий мужчина, у которого стержень внутри, в позвоночнике, от копчика и до макушки. Имейте в виду, что помните, что все мы обречены на успех, лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Всем спокойной ночи, сладких снов, всего самого доброго и самого хорошего. Яночка, ты умничка, из тебя вырастет прекрасная женщина, у которой будет много детишков, и умный мужчина. Чего я тебе желаю. Автоматчик, желаю тебе найти прекрасную женщину, которая в тебя будет верить и любить тебя, и будет тебе верной. Вот. А также спокойной ночи и сладких снов. Вам всем, Яночка и Автоматчик. Пока-пока. Рома, спокойной ночи. Всем пока. Владимир тоже спокойной ночи. Или там жена его. Всем удачи. Добра. Доброго здравия. Ясненько, Яночка. Доброго здравия всем вам и вашим близким. Все, друзья, расходимся. Если кто спросит, то мы геологи. Всем пока, удачи.